В элитном офисе престижной инвестиционной компании, расположенной в центре делового квартала, царила атмосфера снобизма и корысти. Здесь не просто ценилась дорогая одежда и дизайнерские аксессуары. Это было настоящим искусством, в котором мелочи имели огромное значение. Дорогие костюмы, часы с бриллиантами, громкие фамилии и влиятельные связи – именно такие атрибуты олицетворяли успешных людей. В этом мире роскоши, кажется, не было места простым смертным. Среди блеска стеклянных кабинетов, в которых открывались роскошные виды на город, незаметно скользила фигура, которую никто не считал достойной внимания. Образ обычной уборщицы по имени Мэри Джейн вызывал лишь легкое презрение у сотрудников. Женщина средних лет в выцветшем халате с ведром и шваброй переходила от одного кабинета к другому, делая свою работу без особого энтузиазма и, что самое ужасное, без людей, которые могли бы ее заметить. Пока она наводила порядок, сотрудники посмеивались над ней за спиной. Кто-то отпускал язвительные комментарии, кто-то специально проливал кофе, чтобы посмотреть, как она будет убирать. Особенно отличалась группа молодых менеджеров. В их глазах Мэри была ничем не примечательной. У них было все: деньги родителей, уверенность в безнаказанности и презрение ко всем, кто находился ниже их уровня. Однако Мэри Джейн молча выполняла свою работу. Она не жаловалась, не спорила, а просто делала то, что было необходимо. Никто не знал, что эта простая уборщица вовсе не была такой, как казалось. Много лет назад Мэри была совладельцем этой самой компании, созданной вместе с ее мужем Ричардом Уоллесом. Они основали бизнес с нуля, мечтая о великих вещах, строили планы и ограничивали себя ради его успеха. Трагедия пришла слишком рано. После смерти Ричарда пандемия неопределенности для Мэри стала еще более мрачной. Ее партнеры, воспользовавшись моментом, быстро вытеснили ее из управления. Они оформляли бумаги так, что ей осталась лишь малая доля в акциях и обещание компенсации, которую она никогда не получила. Женщина не стала бороться в судах. Она устала от этой борьбы, которая приносила только ненужную боль. Вместо этого она устроилась работать в компанию, откуда ее вытеснили, но под чужим именем, без претензий. И с тех пор уже 3 года Мэри страдала от каждодневного унижения. Одеваясь скромно, она не теряла уверенности в себе, а наоборот, собирала силы. Каждый день, проходя по кабинетам, она не просто выполняла присмотр за порядком, но и внимательно наблюдала, слушала, запоминала. Она собирала доказательства, как охотник собирает зверей в лесу. Все, что было нужно для одного дня. Этот день наступил, и он обещал стать грандиозным. Утро туманным светом осветило город, и в офис зашла не просто уборщица. В этот решающий миг она появилась в строгом деловом костюме, который удивительно подходил ей. Взгляд был сосредоточен, а уверенность на высоте. За ее спиной шли юристы, держащие в руках кипы документов и директив, готовые показать настоящую силу Мэри. Новый владелец контрольного пакета акций, а на бумагах теперь значилось Мэри Джейн Уоллес. Ситуация была удивительной, и все, кто когда-либо насмехался над ней, снова взглянули, но на этот раз с растерянностью и тревогой в глазах. Она шла уверенно, а ее уверенность и сила чувствовались в каждом ее шаге. Как только она вошла в главный холл, ее встретил тот самый тихий смех, который раньше был направлен на нее. Однако теперь атмосфера резко изменилась. Кадры Брэндона, Трейси и Кейтлин приковались к ней, словно они увидели призрака. Они делали шаги назад, стараясь спрятаться в тени, но было уже поздно. Мэри вышла на сцену, этот день стал кульминацией абсолютно всех ее ожиданий. «Я здесь не для того, чтобы мстить», – произнесла она, ее голос звучал уверенно и спокойно. «Я здесь, чтобы восстановить справедливость». Группа молодых менеджеров с недоумением смотрела на нее, не зная, как реагировать.
Они, кто когда-то унижал ее, отчаянно искали укрытие, но уже не могли его найти. Мэри достала документы и, обращаясь к юристам, передала им дело. «Инвесторы и партнеры», – продолжила она, оборачиваясь к своим бывшим коллегам, – «ждали меня. Они аплодировали мне тогда, когда вы отвергли. Теперь настало ваше время, чтобы получить то, что вы заслуживаете». Управляющий офисом, с которым Мэри работала несколько лет назад, стоял с опущенной головой. Он знал, что все сказанное здесь точно станет правдой, а тот угар, что царил в их офисе, превратится в безмолвие. И тут же он вспомнил все те моменты, когда он проходил мимо Мэри и смеялся, дразня ее. Письма об увольнении начали поступать. Скотт, Трейси, Брэндон, Кейтлин – все они потеряли свои должности. Кто-то пытался возразить, кто-то унизительно извинялся, но решение уже было принято. Мэри просто смотрела в глаза своих прежних коллег, спокойно и с достоинством. Скоро все изменилось вокруг. В его времени было то, за что стоило бороться. Она занимала место, заслуженное честным путем, и это стало волном социального чудовища, которое снесло с колен всех, кто когда-либо осмеливался поднимать голос против нее. Каждый раз, когда один из ее бывших коллег пытался предложить помощь или поддержку, ее спокойный взгляд вновь пронзил их. «Мне это не нужно», – звали они ее. «Мы все еще можем поработать вместе». Но ее ответ всегда был простым. «Теперь я начальник, и я не собираюсь работать ни с кем, кто не говорит правду». Ресторан на этаже представлял собой цитадель, олицетворяющую ухоженные нормы. Теперь многим будет не по себе, когда уроки были усвоены, новый владелец не собирался оставлять завтра ни дверь, ни надежду. Впереди были новые планы, а на горизонте светила надежда на конкурентоспособность, которая открылась и для малых предприятий. Ее сила заключалась не только в акциях и собственности, но и в праве голоса. И в конце концов сама Мэри Джейн, бывшая уборщица, заняла свое место в этом величественном здании, перестала быть лишь тенью. Мало кто знал, что она вернула свою долю акций и права голоса. Когда-то ее вытеснили во глубину, но она не оставила свою внутреннюю силу. Она стала настоящей героиней этого офиса. Не нужно было срывать маски, не нужно было ненавидеть. Иногда человек, который не замечен, знаком с каждой долей отчаяния. Теперь все это было отстранено, как ветры, дующие сквозь занавески, принося свет и свежесть в город. В конце каждой смены, выходя с ведром и шваброй, она оставляла частичку себя. И хотя кто-то развлекался над ее работой, никто не знал, что именно она знала о них все, а у нее была вся власть. Именно в этом состоял урок. Каждый из нас где-то, когда-то, может решить, кем именно быть, и только этот выбор становится нашим наследием. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.